Здравствуйте, уважаемые друзья, уважаемые трейдеры! В этом видео мы познакомимся с торговой стратегией Форекс, которая называется Ракета. Более подробно с ней можно ознакомиться на сайте strategiforex.ru. Ну и в принципе шаблон для данной стратегии не требуется, здесь нет никаких индикаторов. Валютная пара фунт-иена и два временных интервала. Старший временной интервал — это дневной график, и на часовом графике мы будем уже обнаруживать точку входа и заключать сделки. Итак, что нам потребуется? Ну, во-первых, на дневном интервале, если разбирать пример для покупок, мы обнаружим свечу с белым телом, у которой верхний хвост меньше, чем нижний, причем сам хвост не должен быть слишком уж выразительный. Вот таким образом, видите, здесь у нас маленький хвост есть. Мы получили предварительный сигнал, сразу посмотрим на следующую свечу. Такая же история, верхний хвост меньше, чем нижний. Мы спокойно и в этот день, то есть уже получается 18 числа и 19 числа, из-за вот этой свечи могли смотреть сделки на покупку. На часовом же интервале нас будет интересовать следующая комбинация свечей. Здесь у нас должна быть явно выраженная белая свеча, после которой формируется свеча с хвостом снизу. Это может произойти только через одну свечу или сразу, но не позже. Вот обратите внимание, у нас свеча с хвостом снизу. Таким образом мы на ее закрытии заключили сделку на покупку. Стоп-лосс у нас не меньше 65 пунктов и ниже минимума выраженного, причем желательно ниже минимума текущего дня. Мы заключили сделку, поставили здесь стоп-лосс 55 пунктов, минимально разрешенный. После прохождения стоп-лосса в положительной зоне, но не меньше 60 пунктов, сделка переводится в безубыток и take-profit в 3 раза больше, чем стоп-лосс. Дальше, обратите внимание, на следующий день мы опять получили сигнал. Вот у нас белая выраженная свеча, свеча с хвостом снизу, она сразу сформировалась, заключили сделку, стоп-лосс под минимум. Здесь получилось порядка 65 пунктов, и вот наш take-profit в 3 раза больше. Это что касается покупок. Теперь посмотрим и на продажи. Здесь у нас обратные условия. На дневном интервале у нас формируется свеча с черным телом, хвост верхний, который больше, чем нижний. Это у нас подтверждено на этой свече. На следующий день смотрим мы уже на часовом графике продажи ищем. И обратите внимание, что опять же сформирована такая же свеча, то есть мы и в этот день продавали, и на следующий день опять был получен сигнал, опять можно было искать продажи. Давайте посмотрим, как это выглядело на часовом интервале. На часовом графике вот у нас первый день, когда мы получили сигнал на дневном интервале, значит здесь искали продажу, явно выраженная свеча с черным телом, после нее свеча с малым белым телом с хвостом сверху, заключили продажи, стоп-лосс у нас здесь максимально разрешенный всего 100 пунктов, поэтому не выводили его за максимум, а take-profit в 3 раза больше, в этой ситуации получается под 300 пунктов. И дальше обратите внимание, на следующий день опять у нас был сигнал, если помните. Так вот, мы получили уверенную черную свечу и после нее свеча с хвостом сверху. Опять же заключили продажи, стоп-лосс за максимум. Цена не прошла размера стоп-лосса, поэтому в безубыток мы не переводились, нас здесь не выбило и дошли здесь до целевого ориентира в 3 раза больше, чем стоп-лосс. Вот в принципе и вся данная стратегия. С вами был Сергей Гаспарян. Спасибо за внимание. До свидания.